3 кота. Два кота. И одна кошечка. Мяу. Дорожные знаки. Однажды папа и котята ехали на машине домой. Папа, а почему на табличках нарисованы стрелочки? Коржик, это не просто таблички и стрелочки. Это дорожные знаки. А зачем они нужны? Дорожные знаки помогают правильно вести машину. Они указывают, где можно ездить, а где нельзя. А этот знак что означает? Ой, что за новости? Это кирпич. Это значит, что на эту дорогу въезжать нельзя. На дороге много знаков. Я долго запоминал их, когда учился водить машину. А давайте мы тоже выучим дорожные знаки, и тогда нам не придется учить их потом, когда мы решим ездить на машине. Здорово! Миу, 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 миу. Тут можно будет ехать только вперед. А тут разворот. А тут можно сделать остановку. В прихожей можно будет ездить только по кругу. А перед кухней мы повесим кирпич, чтобы не мешать маме. Ой, ты тут не должна ехать. Но у меня знак разворота. Это значит, что ты должна развернуться и ехать к дивану. Ну хорошо. Бип-бип-бип-бип-бип-бип-бип. Бип-бип. Так, тут проезда нет. Но и знак разворота тоже не стоит. Придется ехать задом. Ой, ой, ой. О, внимание, внимание! Круговое движение! Круговое движение! Все, я устала! Тут нет знака остановки. Дай мне проехать. Ой! Котятки, что случилось? О, похоже, у нас тут столкновение автомобилей. Это все из-за дорожных знаков. Мы развесили их по дому, чтобы выучить. Но ездить по знакам как-то сложно. Без них было бы проще. Ну что вы, котятки, просто вешать знаки надо с умом. И тогда они будут помогать автомобилистам, а не мешать им. Ха-ха, бип-бип. Я знаю, что надо делать. Раз папа так хорошо знает все знаки, пусть он поможет нам правильно их развесить. Отличная идея, Карамелька. На самом деле знаков очень много, но я расскажу вам про самые главные. Начнем со знака «Главная дорога». Он означает, что тому, кто едет по такой дороге, другие водители всегда должны уступать. А это знак «Крутой подъем». Подниматься вверх сложнее, чем спускаться вниз. Поэтому тот, кто наверху, должен уступить дорогу тому, кто едет снизу. Ну, а знак «Кирпич» мы повесим на дверь в туалет. Туда все же лучше не въезжать на машине. Папа и котята разместили еще несколько знаков по всему дому. И котята начали водить свои машинки, стараясь соблюдать все правила. Коржик предупреждает о том, что он производит дорожные работы. Маму пропускают на пешеходном переходе. А Карамелька регулирует движение с помощью светофора. Ну что ж, котятки, из вас выйдут отличные водители. Давайте попьем чаю, и я расскажу вам про другие дорожные знаки. Ставьте свои машинки на бесплатную парковку. Здорово! Миу, 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 миу. Котята внимательно слушали, чтобы когда-нибудь стать такими же хорошими водителями, как папа. Однажды котята устроили дома игру с подушками. Ой, может нам лучше положить подушки, а то вдруг мы попадем в люстру. Люстра высоко, а мы еще маленькие. Мы даже до нее не добросим. Смотри. Но подушка попала в горшок с любимым маминым цветком. О,
Мама очень расстроится. Да, она заботилась об этом цветочке еще с тех пор, как он был маленьким ростком. А потом она так радовалась первому бутону. А помните, как на выставке цветоводов маме за него дали приз? Мы обязательно спасем мамин цветок. Здорово! Миу, 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 миу. Надо склеить горшок. Сейчас я принесу клей. Ну вот, почти как новенький. Клей для бумаги. Ой, этот клей слишком слабый. Горшок им не склеить. Но у нас нет другого клея. Как же починить горшок? Нам не нужен горшок. За мной. Вот, самая красивая кружка. Коржик, сейчас не время пить чай. А я и не собираюсь пить чай. Мы посадим в эту кружку цветок. Готово. Теперь у маминого цветка новый дом. Коржик, кажется, цветок загрустил. Не может быть. Это же такая красивая кружка. Из нее же так хорошо пить. О, может, цветок надо просто полить? Котята так хотели помочь цветку, что перестарались и налили слишком много воды. Коржик, компот, теперь цветок еще сильнее загрустил. У меня есть книжка, где написано, что растения любят музыку. Тогда скорее. Надо сыграть маминому цветку что-нибудь веселое. Подождите, давайте лучше сыграем что-то красивое, но очень спокойное. Котятки, какая чудесная музыка. Ой, мой цветок. Прости нас, мама. Мы бросались подушками. И разбили горшок. Что же вы сразу мне не сказали? Не хотели тебя расстраивать. Думали, что сами все исправим. Но у нас ничего не вышло. Так, без паники. Я уже здесь, и цветок еще можно спасти. Я знаю, что надо делать. В следующий раз, если что-то случится, мы сразу расскажем маме. Правильно, котятки. А сейчас надо срочно принимать меры. Мы пересадим цветок в новый большой горшок. Сначала насыпаем камушки, чтобы вода в горшке не застаивалась. Добавляем земли. Передайте ко мне цветок, котятки. Теперь можно полить, но немножко. Ну вот, все исправили. Здорово! Миу, 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 миу. Мама! Я случайно разбил кружку. Молодец, что сразу сказал об этом, Коржик. Пить из такой кружки уже не стоит, но можно склеить ее и посадить в нее какой-нибудь цветочек. Вот так котята поняли, что мама всегда поможет им все исправить, если они вдруг ошибутся. И даже разбитой чашке найдется новое место. Фотосессия. Каждый год, когда расцветает кактус, папа с мамой везут котят в фотоателье, чтобы сделать семейную фотографию. Добрый день! Приветствую, всех давно не виделись. Целый год прошел. Пора сделать очередное фото для нашего альбома. Ну, значит, снимаем как всегда. Как всегда скучно. Да, каждый год одно и то же. Отчего же? Вы за год очень подросли. Это да. Но здесь-то все то же самое. Опять будет, скажите, Миу. А давайте фотографироваться в костюмах. Вон их сколько. А что, неплохая мысль. У меня есть костюмы на любой вкус. Можете выбирать. Здорово! Миу, 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 миу.
Я буду динозавром. А я суперкошкой. А я рыцарем. А я всегда хотел побыть в роли рок-звезды. А я буду царицей Египта. Скажите «Миу». Ну, посмотрим, что получилось. Мордочек не видно. Непонятно, кто есть кто. Да, кажется, не лучший вариант. Давайте переснимем. Нет уж, не нужно переснимать. Лучше мы сделаем фото без костюмов. Смотрите, а вон там мы будем и в костюмах. И наши лица будут хорошо видны. Ой, сейчас, секундочку. Этот кит не моего размера. Осторожнее! Ой! Все целы. Может, попробуем сфотографироваться, как обычно? Нет, давайте сделаем пирамиду, как в цирке. Готовы? А теперь скажите «Миу». Ну что, есть удачный снимок? Сейчас посмотрим. Ай, простите, я случайно чихнул. Ты не виноват, Компот. Но мы еще никогда не тратили так много времени на семейное фото. Да, раньше все получалось быстро и хорошо. Вот, пролистайте ваш альбом. Да, вот наше первое семейное фото. Мы сделали его за секунду. Конечно, а то наш малыш Компотик мог заплакать в любой момент. Это Компот? Какой он маленький. Совсем не такой, как сейчас. Да-да, это ведь старая фотография. Но Компот подрос, и появился малыш Коржик. Он тоже подрос, а Компот стал еще старше. А потом появилась малышка Карамелька, которая тоже потом стала расти и меняться. Наши семейные фотографии без костюмов очень разные. Конечно, вы ведь растете и меняетесь. И наш кактус тоже растет. Значит, нам лучше фотографироваться, как обычно. Да уж придется, а то будет не видно, как мы поменялись. Я знаю, что надо делать. Мы можем каждый раз фотографироваться в разных новых местах. Какой творческий подход! Здесь недалеко есть отличное место, не хуже моего ателье. Здорово! Миу, 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 миу. Вот так котята поняли, что на семейном фото главное не наряды или украшения. Главное – сама семья. И папа повез котят в детский лагерь «Лесные котики». Здравствуйте! Здравствуйте, котятки! Я буду вашим вожатым. Мы с вашим папой в детстве тоже были в этом лагере и получили звание лесных котиков. Да, когда я приеду за вами через 2 дня, вас тоже посвятят в лесные котики. Я буду вами очень гордиться. Здорово! Миу, 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 миу. Привет! Привет! Думаю, быть лесным котиком – это очень весело. Заносим рюкзаки в дом и приходим обедать в беседку. Овощи для бодрости и сил и яблоки на десерт. Ой, эклеры. Папа по пятницам всегда делают эклеры. Компот, в лагере лесных котиков нет пирожных. А? Кто последний до площадки, тот старая черепаха. Ой, Лесные котики всегда сами моют за собой посуду.
А они не могут просто положить ее в посудомойку? Коржик, в лагере лесных котиков нет посудомоек. Ай! Мы не лесные котики, а мокрые котики. Все, идем собирать хворост. Что? Опять надо что-то делать? Эклеров нет. Посуду мой, хворост собирай. А может, спрячемся в лесу? И тогда не надо будет ничего делать. Выйдем через 2 дня, когда всех будут посвящать в лесные котики. После 2 дней в лесу мы будем не лесными котиками, а лесными чудищами. А может, позвоним папе, чтобы он пожил с нами в лагере эти 2 дня? Но это же лагерь для котят, а папа уже взрослый. Придется еще следующий день потерпеть. После ужина котята пришли в свой домик. Не хочу быть лесным котиком. Хочу домой, где есть посудомойка. И какая-нибудь штука, которая собирает хворост. А я хочу, чтобы мне рассказали сказку на ночь. Все, я звоню папе. Пусть он забирает нас домой. Мы же тогда не станем лесными котиками. Ну и ладно, я хочу быть домашним котиком. Что тут такого, если мы пробудем в лагере 2 дня? Компот, лови! Ой. Котятки, на выход! Так, я хочу узнать, как вам живется в лагере лесных котиков. Мы скучаем по маме с папой. И еще все время надо что-то делать самим. Конечно, ведь обычно за вас все делают родители. Но звание лесных котиков дается как раз потому, что за эти 2 дня вы становитесь более самостоятельными. Так вот почему папа хочет, чтобы мы стали лесными котиками. Я знаю, что надо делать. Мы представим, что каждое задание делает нас сильнее и самостоятельнее. И чтобы стать лесным котиком, надо выполнить как можно больше заданий. Да! На следующий день котята уже с удовольствием проходили все испытания. И время пролетело незаметно. Вы пробыли в лагере 2 дня и проявили самостоятельность. Поэтому я посвящаю вас в лесные котики. Здорово! Миу, 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 миу. Котята были очень рады, что проявили стойкость, самостоятельность и порадовали своих папу и маму. Выставка динозавров. Однажды Компот увидел на обложке журнала рекламу выставки динозавров. Ой, смотрите, у нас в городе проходит выставка динозавров. Я так их люблю. Давайте сходим. Я бы тоже посмотрел на этих чудищ. И я тоже. Это будет так здорово! Миу, 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 миу. Мне очень жаль, котятки, но это журнал за прошлую неделю, и выставка динозавров уже закрылась. О. Но если выставку будут проводить снова, то мы обязательно на нее сходим. Компот очень расстроился из-за выставки динозавров. И Коржик с Карамелькой решили его отвлечь. Эй, Компот, давай поиграем в строителей. Этот кран похож на бронтозавра. Жаль, что я не увижу его на выставке. Компот, давай запускать самолетики. Самолетик. Он напоминает мне птеродактиля. Компот, пойдем на улицу играть с друзьями в футбол. Мяч так похож на яйцо динозавра. Ай, идите без меня. Эй, идите сюда. На детской площадке котята о чем-то договорились. Коржик и Карамелька пошли домой, а их друзья отправились готовить сюрприз для Компота. После обеда Компот снова собрался почитать книгу про динозавров. А знаешь, Компот, лучше всего читать книжки Э, на свежем воздухе.
Мне и дома хорошо. Эй, подождите! Отдайте! Компот, мы приглашаем тебя на выставку динозавров, которых мы сделали сами. Сюрприз! Вообще-то динозавры не были такими разноцветными, и шариков у них не было. Бантики они тоже не носили, и глаза у них не светились. А это не динозавр, а какой-то бумажный дракон. Динозавры, драконы, какая разница? Между прочим, все для тебя старались. Ах, спасибо, что хотели меня порадовать. Но у вас вышли сказочные чудища, а не динозавры. Мы просто хотели сделать их поинтереснее. Но динозавры и так интересны. У одних были очень длинные шеи, у других огромные челюсти, у третьих рога или гребни. И мне нравятся динозавры, потому что они жили не в сказках, а на самом деле. Да, надо было побольше узнать про все это перед тем, как делать выставку. Я знаю, что надо делать. Мы сделаем еще одну выставку динозавров. Точно! А компот нам в этом поможет. Из проволоки и бумаги под руководством Компота котята сделали новых динозавров. И теперь они выглядят почти как настоящие. Наша выставка динозавров открыта! Здорово! Миу, 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 миу. Вот это да! Как живые! Итак, это стегозавр, это птеродактиль, это тираннозавр, а это бронтозавр. А вот такие динозавры разве тоже существовали? Нет, таких не было. Это особый вид. Динозавры фантастические. А вот этот с бантиками, наверное, называется бантозавр. Вот так Компот все-таки попал на выставку динозавров. А другие котята смогли получше узнать этих древних ящеров. Заморские гости. Однажды в гости к папе приехал его старый друг, который живет в далекой стране. Здравствуйте, Неко-сан! Друг мой, добро пожаловать! Добро пожаловать. А это ваша милая дочка? Да, это Моти. О, а это ваши котята. Котята — это Моти. Привет, я Коржик. Я Карамелька. Я Компот. Котятки, в стране наших гостей принято кланяться друг другу при встрече. Я возьму ваши куртки. Котятки, пока мы с вашим папой будем готовить мой фирменный десерт, вы можете поиграть с Моти. Она привезла вам гостинцы. Здорово! Миу, 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 миу. Это традиционные костюмы, как у нас с папой. Кажется, в таком наряде в футбол играть не очень получится. Моти показывает котятам традиционный танец с веерами, которые она привезла для Карамельки. Зачем мне два одинаковых веера? А еще Моти привезла книгу национальных изделий из бумаги. Оригами. Никогда не слышал о таком. А теперь поиграем. Ой. Ой. Котята стараются делать все, как показывает Моти, но пока у них не очень получается. Наверное, традиции далеких стран не для нас. К обеду все расселись так, как это принято в стране Неко-сана и Моти, чтобы попробовать блюда их традиционной кухни. И наши маринованные помидорчики. Похоже, в их стране нет стульев. Вилок у них, видимо, тоже нет. Это уж слишком. Как можно есть палками? У нас не получится. Да, это совсем неудобно. Хе-хе-хе.
Ух ты, как здорово у тебя получилось! Мгм, и у вас получится. Надо зажать палочки вот так, а потом хватать. Это Неко-сан научил меня пользоваться палочками. А сам я думал, никогда не научусь. Но зато теперь вы делаете это не хуже меня. Ура! У меня получилось есть палочками! Я знаю, что надо делать. Мы будем стараться учиться новому. Моти, ты нас научишь? А вот еще кое-что из нашей страны. Мое знаменитое черное мороженое. Теперь ваш папа тоже умеет его готовить. Черное? Оно что, подгорело? Нет, просто оно сделано из черного кунжута. Попробуйте. Мы бы хотели пожить в вашей стране. Тогда приезжайте, когда захотите. Мы с радостью примем наших заморских гостей. Кстати, мороженое можно есть и ложками. Здорово! Миу, 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 миу. О, это ваши национальные танцы? Да. Другие страны — это здорово. И котята были очень рады познакомиться с традициями и культурой страны, откуда приехала Моти. Точно в цель. Однажды после завтрака котята рисовали в своей комнате. Точно в цель! Я самый меткий! Вот видите? То есть ты всегда попадаешь точно в цель? Конечно, можем поспорить. А на что спорить будем? На папин десерт. Самый меткий получит все 3 порции. Здорово! Миу, 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 миу. Вот видишь, я тоже могу попасть точно в цель. А ты попробуй попасть, если корзина будет стоять дальше. Ой. Недолет. Это потому, что бумага слишком легкая. Надо кидать что-то потяжелее. Котята решили кидать вместо бумаги шерстяные клубки. Ой. Надо кидать то, что не запутается. Например, игрушки. Ура! Я самый меткий. Все 3 десерта мои. Нет, надо попасть точно в корзину, а не на корзину. Тогда лучше кидать что-то простое и гладкое. Котятам кажется, что кидать персики — это хорошая идея. Ой, мы испачкали пол и диван. Что же делать? Нужно бросать что-то покрепче. Я знаю, за мной! Так, смотрите, как я попаду точно в цель. Котятки, а вы не знаете, где наш арбуз? Вот это точно в цель. Что тут такое? Похоже, котята решили устроить фруктовый бой. А если бы арбуз упал и разбился, все вокруг стало бы липким.
И еще все остались бы без десерта. Я ведь собирался сделать фруктовый салат с арбузом. Простите, мы просто поспорили. Кто из нас самый меткий, тот выиграет десерт и всех остальных. Похоже, котятки, тут никто из вас не выиграл. Да уж. А узнать, кто самый меткий, можно было и другими способами, не раскидывая при этом вещи и еду. Да, мы как-то не подумали. Но я знаю, что надо делать. Надо! Надо, как обычно, все убрать. Да. Вот молодцы! Теперь все вещи попали точно в цель. И для таких метких котят я приготовил фруктовый салат из арбуза и персиков. После десерта, котятки, мы пойдем на улицу. Там вас ждет сюрприз. Я приделал к вашему домику кольцо с сеткой. А я накачала вам баскетбольный мяч, чтобы вы попадали им точно в цель. Ого! Здорово! Миу-миу-миу-миу! Вот так котята начали осваивать баскетбол. И теперь для них это не просто спор, а увлекательная игра. Однажды майским днем на улице было очень жарко. Фух, сегодня дома так душно, надо немного проветрить. Ой, так гораздо лучше. Ой, Это майский жук. Их сейчас на улице полно. Видимо, он заблудился и случайно попал к нам в дом. да, похоже, пора ставить сетки на окна. Ой, пойду достану их из подвала. Кстати, а вам задание выпустить этого жука на улицу. Выпустить жука! Здорово! Миу-миу-миу-миу! Наша задача – поймать жука и отправить его на улицу. А может, просто открыть дверь, и жук сам вылетит? А вдруг не вылетит? А с улицы еще жуки налетят. Ой! Начинаем операцию «Ловушка». А приманкой будет вкусная конфета. Котята ждут, когда жук залетит в их ловушку. Ну давай же, садись уже. Он сел, дергаем. Попробуем еще раз. Нет, это долго. Начинаем операцию «Охота». Я застрял. Вот он. Ха! Ой, прости. Компот, лови его. Поймал. Этого жука невозможно поймать. Поймала! Молодец, Карамелька! Что-то он затих.
Может, заснул? Вот глупый. Он что, не видит, что там стекло? Смотрите, он не может перевернуться. У жуков так бывает, когда они падают на спину. Как-то жалко его. Не хотел бы я быть на его месте. Ой, чтобы на меня еще и охотились. Я знаю, что надо делать. Надо начать операцию «Спасение». Поможем жуку выбраться из нашего дома. Теперь котятам остается только вынести жука на улицу. Здорово! Миу, 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 миу. Вместо того, чтобы охотиться на жуков, лучше просто помогать им возвращаться на улицу, если уж они случайно заблудятся и попадут в дом. В гостях у горчицы. Однажды котята с мамой приехали в гости к горчице. Но у горчицы была непростая задача – разобрать носки по парам. С такой кучей я до вечера буду возиться. Доченька, к нам приехали гости. Гости? А носками мне когда заниматься? Привет, горчица! Привет! Пойдем, соседка, я покажу тебе свою коллекцию тарелок. Котятки, поиграйте во дворе, а потом мы будем пить чай. Здорово! Миу, 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 миу. Ну, пойдем, посидим в беседке. Похоже, горчица сегодня в плохом настроении. А давайте в мяч поиграем. Ну, давайте. Так тут можно что-то сломать. Лучше не будем играть в мяч. Может, в бадминтон? Как-то не хочется. Можем попрыгать на скакалке. И прыгать мне тоже неохота. А давайте споем горчице нашу песенку. Это будет весело. 3 кота, 3 хвоста, 3 хвоста, 3 кота, 3. А почему только 3 кота? Я что, не считаюсь? Интересно, а когда мы будем пить чай? Сейчас спрошу у мамы. Почему у горчицы такое плохое настроение? Может быть, горчица из-за нас такая мрачная? Я знаю, что надо делать. Раз это мы портим горчице настроение, то нам надо уйти, и ей тогда станет радостнее. Очень милая тарелочка. Мама, а когда мы будем пить чай? Доченька, через минуту поставлю греться чайник. А ты отнеси пока котятам печенье. О, и это очень красивое. Мама, М? нам надо тебе что-то сказать. Эй, ну где же вы? Ну вот. Котята думают, что чем-то расстроили горчицу, так что мы заедем в другой раз. Ничего страшного. Горчица иногда бывает не в настроении. Не в настроении? Вот если котята уедут, то я точно буду в плохом настроении. А мы думали, что это мы тебе его портим. Нет, просто я не успела закончить одно скучное дело. А я всегда расстраиваюсь, когда у меня что-то недоделано. Так что ж ты сразу не сказала? Давай мы тебе поможем. Как-то странно вместе с гостями разбирать носки. Ерунда, это будет весело. Я большой черный носок, берите меня в шкаф. А я белый носок, я ищу пару. Ой, мы с вами раньше не встречались? Встречались, мы же с вами пара. Не думала, что носки так поднимают настроение. Ой,
А один носок так и остался без пары. Я знаю, где он прячется. Брат, я так долго тебя искал. Я уж думал, мы больше не увидимся. Доченька, похоже, носки подняли тебе настроение. Это не носки, это мои друзья. Здорово! Миу-миу-миу-миу. Вот так котята не только помогли горчице сделать важное дело, но и подняли всем настроение. Фестиваль воздушных шаров. Однажды папа повез котят на фестиваль воздушных шаров. Какие тут красивые картинки. И все так понятно написано. Да, теперь мы знаем о воздушных шарах все. Книжка — это хорошо, но в жизни все еще лучше. Ого! Привет, дружище! О, привет! Давно не виделись. Котятки, это мой старый друг, дядя Боба. Здравствуйте! Привет, котятки! Как я и обещал, я сделал для вас шар особой формы. Воздушный шар в виде папы? Здорово! Миу-миу-миу-миу. Вот спасибо, такого я не ожидал. Я решил всем напомнить, что ты был отличным пилотом. Помнишь наш первый полет? О, такое не забывается. У нас был шар почти как вон тот. Точно! Были же времена. Времена были что надо. Я знаю, что отсюда будет идти огонь. Он наполнит шар теплым воздухом, и от этого шар взлетит. Не трогай, надо дождаться папу. Да мы и без папы все знаем по книжке. Только вот этот трючок не помню для чего. Ой! О, шар взлетел! Что ты наделал, Коржик? Остановите его, а то мы улетим в космос. Мы, наверное, уже высоко. Надо посмотреть. Стой, а то вдруг корзина от этого перевернется. Компот, ты же читал книгу. Попробуй спустить шар. А вдруг я что-то не то сделаю? Мы что, так будем летать до старости? Да. Наверняка нас спасут. Может, вертолетом? Или к нам сюда залезут альпинисты. А может, проткнуть шар? Он будет сдуваться, и мы приземлимся. А вдруг мы приземлимся где-то совсем далеко? Коржик, компот, карамелька. Котятки, как вы там оказались? Сейчас мы спустим вас вниз. Папа! Мы думали, что улетели высоко и далеко. Даже боялись выглянуть из корзины. Хорошо, что шар был привязан. Но вы не должны были ничего трогать, котятки. Мы думали, что уже все знаем про воздушные шары из книжки. Но в жизни все оказалось сложнее. Я знаю, что надо делать. Шаром должен управлять тот, кто раньше это уже делал. Правильно, карамелька. Например, я. А ты точно знаешь, как им управлять? Конечно! Ваш папа знает все про воздушные шары. И не только по книжкам, но и из собственного опыта. Ого! Здорово! Миу-миу-миу-миу! Хе-хе! Вот так котята узнали, что картинки из книжки не заменят практических знаний.
А во всех незнакомых ситуациях лучше, чтобы рядом были взрослые. Подожди, не уходи! Нажми сюда, чтобы подписаться на канал. И не забудь нажать на колокольчик. Нажми сюда, чтобы посмотреть новую серию. Приятного просмотра! Миу-миу!